Всем привет! Спасибо, что смотрите мое видео, мой канал. Подписывайтесь обязательно, комментируйте, лайкайте. Для меня очень важно получать от вас обратную связь, чтобы я мог улучшать свой контент и отвечать на те вопросы, которые непосредственно вас волнуют и интересуют. Сегодня будет очень замечательное и крутое видео, которое связано именно с дизайн-проектированием и работой дизайнера и взаимодействия с заказчиком. Я насчитал порядка 34 ошибок, несоответствий, которые проявляются во время дизайн-проектирования, и они связаны и с заказчиком также. Конечно, дизайнер непосредственно должен задавать правила игры, так как к нему обращается заказчик, а дизайнер высококомпетентный, он имеет достойное образование, и он будет помогать заказчику реализовать его мечты непосредственно в самом дизайне и в его реализации. Это очень важно учитывать, так как дизайнер не может работать по правилам игры самого заказчика. Заказчик не может диктовать правила игры дизайнеру. Лучше им не работать тогда вместе. Это видео позволит понять заказчику, какие должны быть все-таки правила игры, и дизайнеру понять, где у него есть ошибки и что нужно подкорректировать и улучшить в своей работе. Это видео будет полезно для всех, и для заказчиков, и для дизайнера. Стартуем. Я поделюсь экраном, и начнем мы с первого несоответствия, которое может возникнуть и которое нужно учитывать заказчику. Когда привлекается дизайнер без опыта реализации двух-трех объектов под ключ. То есть, когда дизайнер спроектировал полноценный интерьер, ну, например, на 100 метров квадратных, сформировал по нему альбом из чертежей, ведомостей, разверток, подключал смежников параллельно и далее с этим альбомом вошел в стройку. Там взаимодействовал со строителями, со смежниками, э, занимался комплектацией, курировал журнал авторского надзора, менял чертежи, развертки, что-то дорисовывал. И если дизайнер вам рассказывает непосредственно про этот цикл, и вы понимаете, что он владеет информацией, значит, это ваш дизайнер. Если он может вам показать фотографии со стройки или реализации этого проекта, это супер. А если дизайнер вам показывает сопоставимый с вашим объект, это еще круче и отлично. Тогда вам нужно брать этого дизайнера и взаимодействовать с ним. Но если вам дизайнер говорит, что он 100 метров квадратных построил за 4 месяца в бизнес-сегменте, ну, это не совсем так. Средний цикл проектирования, дизайн-проектирования – это 2–2,5 месяца. Можно даже взять с запасом 3 месяца, если с согласованиями или кто-то уехал в отпуск или еще что-то в этом роде. Далее идет стройка. В совокупе этот цикл год, это 12 месяцев или чуть больше вместе, когда доедет последняя комплектация. Вам, как заказчикам, в среднем на 100 квадратных метров нужно это понимать и учитывать. Двигаемся дальше. Важное несоответствие, которое многие заказчики используют и не применяют для того, чтобы это как-то нивелировать. Когда вы приобретаете квартиру, дом, участок и покупаете этот вид недвижимости без участия дизайнера и компетентного строителя. Важно перед покупкой объекта недвижимости вам взять дизайнера на консультацию, он подтянет с собой строителя, который компетентный и реализовывал дизайнерский ремонт, и они смогут вам помочь посмотреть объект, который вы хотите купить. Вы заранее скажете дизайнеру: вот я хочу вот так вот, для меня важно вот так вот, в планировке для меня важно вот это вот, я еще хочу это. Дизайнер это все себе в коробочку сложит в голове, запишет, как некое техническое задание предварительное. Вы приедете на объект, посмотрите его, и дизайнер вам даст обратную связь, скажет, что с точки зрения дизайна здесь будет приемлемо, а что неприемлемо. И строитель также даст обратную связь. Например, он заметит, что течет кровля или появляется плесень. Это тоже, к сожалению, не редкость. Или что инженерные системы здесь не ахти. Это все нужно дополнительно
учитывать. И важно перед покупкой взять с собой дизайнера и строителя. Тогда ваша покупка недвижимости будет эффективна и на многие годы и будет только радовать вас. Следующий важный момент, когда покупается объект недвижимости без учета регламентов самой управляющей компании, где вы покупаете этот объект недвижимости. Допустим, если это Москва-Сити, там есть целый талмуд определенных регламентов, что должна быть страховка гражданской ответственности на 250 тысяч долларов, где запись на лифт за неделю вперед, что вы не можете просто доставить строительные материалы, а должны записаться на этот лифт, что лифт останавливается не непосредственно на самом этаже, где находится ваш объект недвижимости, а останавливается на промежуточном, и строители будут дотаскивать стройматериалы, что есть грандиозная система штрафов для строителей, если они не выполняют регламенты, и что строительные работы для вас будут дороже. Вам нужно перед покупкой объекта недвижимости заранее узнать, а какие требования самой управляющей компании. И, конечно, дизайнер перед стартом проектирования должен запросить у вас или у управляющей компании их требования и учесть их в дизайн проектирования. Следующий важный момент – это непонимание, что дизайнерский ремонт не окупится, и это не инвестиционное решение. Да, вы вкладываете в дизайн-проект непосредственно душу, сердце, он проектируется с учетом ваших мечт и пожеланий. И зачастую это дополнительные и сверхфинансовые затраты. Это всегда какая-то эксклюзивность, самобытность и особенность. Поэтому вы и заказываете дизайн-проект и впоследствии реализуете его. Поэтому вам нужно учитывать, что эту квартиру, этот дом, объект недвижимости вам будет сложно реализовать по той цене, который будет составлять стоимость самого объекта недвижимости и тех денежных средств, которые вы вложили. Двигаемся дальше. При покупке недвижимости осуществляется без учета понимания доставки негабаритных строительных материалов и декора, крупноформатный камень и прочее. И это существенные траты. И, как я уже ранее сказал, строители могут дотаскивать строительные материалы с промежуточных этажей. Если вы заказываете какой-то крупноформатный камень, керамогранит, там мрамор или двери, которые высокие, или стеклопакеты, это все потребует дополнительных трат. Я вам расскажу даже некую историю, что, например, крупноформатный камень на 35 этаж здания мы доставляли на крыше лифта. То есть нам управляющая компания за дополнительную финансовую мотивацию открывала крышу лифта, туда заходили люди от управляющей компании, непосредственно наш строитель, и они поднимали эти слэбы наверх. И это все затраты. То же самое, как и двери. Если вы покупаете дорогостоящие двери, конечно, доставка будет стоить существенных денежных средств, и вам нужно это обязательно учитывать. Не берут в начале работы план БТИ, кадастровый план, строительный план от застройщика, то есть не понимает юридический первоисточник планировочного решения. Это, конечно, вопрос дизайнера. Когда он начинает проектировать, заходит в объект недвижимости, в квартиру, например, видит, да, есть зона санузла, понимает, что здесь условно кухня, и начинает делать проект. В этом есть первая ошибка. Нужно всегда запросить у заказчика, а заказчик должен предоставить это строительный план от застройщика, план БТИ, если он есть, и кадастровый план. И он должен их сопоставить. В Москве очень большой тренд, и это является данностью, когда эти все три документа расходятся и не соответствуют друг другу. У вас может быть планировочное решение, и у вас могут быть юридические документы на него, когда у вас два санузла, и вокруг него
одна жилая зона, без коридоров. Это означает, что эти санузлы вы не можете расширить в зону прачечной или еще каким-то образом. Если был бы коридор, вы могли бы это сделать, но в жилую зону вы не можете двигать. Это означает при старте дизайн-проектирования вообще в какой-то степени утопия делать далее дизайн-проект, пока у вас не будет четких юридических документов, так как можно делать дизайн-проект около 2 месяцев, но впоследствии вы его не сможете реализовать, так как планировочное решение будет незаконным. А если вы покупаете эту или купили эту квартиру в кредит или в ипотеку, банк вам не одобрит реконструкцию, переустройство этой квартиры, потому что планировочное решение нельзя будет согласовать. Вы должны это заранее учитывать, и дизайнер должен это учитывать. Хорош тот дизайнер, который у вас сразу запросит этот список документов. Следующий очень важный момент, когда дизайнер не взаимодействует с управляющей компанией по общим домовым системам и не берет требования управляющей компании, включая акт входящих мощностей, будь то квартира или дом или участок. Это тоже вас, как заказчиков, должно насторожить. А хороший дизайнер это сделает. Например, у вас есть квартира, и в нее по акту балансовых разграничений мощностей входит 10 киловатт, а дизайнер может запроектировать вам на 15. Это означает, при выпуске дизайн-проекта и в ходе в реализации и закупки всего оборудования и установки его, у вас просто не будет ничего работать. Вы должны это понимать. И перед проектированием всегда нужно дизайнеру передать, а лучше перепроверить, да, чтобы дизайнер у вас это спросил, акт балансовых разграничений мощностей, чтобы он четко знал, какая мощность входит в участок, или в квартиру, или в дом. И далее он эту мощность будет использовать вместе с инженерными проектами. Мы об этом поговорим чуть попозже. Подписывайтесь на меня. Не подписывают договор на дизайн-проект дизайнера, где указана структура работ и ее этапность, сроки и оплата. Это тоже несоответствие. Конечно, можно понятийно договориться с заказчиком. Ой, привет, как дела? Давайте делать дизайн-проект, как все будет здорово. Дизайн-проект длится 2 месяца, ну, средний срок, ну, может быть, у кого-то меньше. И это большой объем работы, и всегда может что-то случиться. У вас должен быть обязательно договор. Неважно, это брат, сват или еще кто-то. Если люди вам платят, платит заказчик денежные средства за вашу работу, заказчик должен понимать, что он получит какой результат, какой документ. У вас должно быть указан перечень чертежей, которые получит на определенном этапе заказчик. И заказчик должен это понимать. Если дизайнер в договоре дает непонятные формулировки, и вы как заказчик не понимаете, а какая структура, какой документ будет на каждом этапе, у вас должны возникнуть сомнения. Вы должны подписывать четкий договор, в котором будет четкая этапность, четкие суммы и четкий пакет документов, который исполнитель, дизайнер передаст непосредственно заказчику. Если подписывается договор, то без особенностей деятельности дизайн-проектирования. То есть это некая вода. Договор по факту ни о чем, когда в нем нет конкретной структуры, в нем нет этапности. Его просто, возможно, скачали из интернета. Это тоже отдельная несоответствие, и работать по нему огромные риски. Это огромные риски не только для заказчика, но еще и для дизайнера. Когда дизайнера прижмет к стенке заказчик, и заказчик не сможет ничего ответить. А вы помните, подписывая договор на самозанятого или на ИП, вы отвечаете всем своим имуществом. Дизайн, проектирование– это дорогостоящий вид услуги, и реализация ее, и дорогостоящая комплектация. И это большая финансовая материальная ответственность. У вас должен быть четкий и понятный договор, где вы разграничиваете обязательства свои и заказчика. Если вы хотите, чтобы я записал видео непосредственно под договор, пожалуйста, напишите комментарии, что вам важен договор, и я запишу видео, как должен выглядеть реальный договор, и покажу его с этапностью и структурой документов.
Двигаемся дальше. Вы делаете еще дополнительное несоответствие и ключевую ошибку, когда не подписывается детальное техническое задание, которое составлено по смарт, конкретное, измеримое, достижимое, значимое и с четкими сроками. Дизайнер должен спросить у вас, что непосредственно вы хотите. Там не должно быть «я не знаю» или «возможно это». Вы должны дать конкретику и подумать над этой конкретикой, а дизайнер должен это зафиксировать в техническом задании, которое будет основой для дизайн-проектирования. Вот какое ТЗ, есть такая поговорка, такое ХЗ. Обязательно должно быть четко структурированное ТЗ, которое вы как заказчик подпишете и подпишет дизайнер, и оно ляжет в часть и в структуру самого договора. На техническом задании не информируют заказчика о предварительной стоимости всей реализации дизайна, согласования, инженерные проекты, строительные работы, комплектация. Это дополнительное несоответствие, когда заказчик приходит, показывает референсы, картинки и говорит, вот я хочу вот так вот, как вот у меня вот слева здесь картинка, вот хочу вот такое зеркало. И заказчик не должен знать, что это за фабрика, а дизайнер должен знать, что это Бока де Лоба, и что это зеркало стоит не 3000 рублей, а существенных денежных средств, и что нужно его вести из-за границы. Это внешнеэкономическая деятельность, и это совершенно другие траты. Реплику этого зеркала, ну, вряд ли можно сделать на территории России или стран СНГ. И заказчик, когда приходит к вам, как к дизайнеру, он должен получить заранее обратную связь. Вот как у меня были ситуации, для меня, да, важно подписать контракт с заказчиком, чтобы он выбрал меня, мою компанию и сказал, да, я буду с тобой работать. Но когда он мне показывает референсы на $1 000 000, а он говорит, что у него на реализацию только, не знаю, там 3 миллиона рублей, я, конечно, говорю ему, что, уважаемый, вот эти картинки, они на другую сумму. Здесь солярные изделия, здесь мебель индивидуального изготовления, здесь присутствует умный дом, здесь есть, если присутствует столярные изделия, это значит, что они могут заказываться только на середине строительства, потому что обмерщик по столярным изделиям заказным может приехать на замеры только в момент окончания чистовой отделки. Если вам интересен регламент заказа столярных изделий, напишите, пожалуйста, в комментариях «столярные изделия», и я запишу дополнительное видео, как правильно и на каком этапе нужно заказывать их. И с учетом этих факторов дизайнер должен вам дать обратную связь и сказать, вот вы хотели реализовать интерьер в течение года, но не получится, потому что вы хотите ряд дорогостоящих заказных позиций, которые будут ехать, например, из Европы. Часть мы будем заказывать в России, это только на середине стройки, и это все влияет на сроки. И те позиции, которые вы показываете, они стоят определенных денежных средств. Я могу, как дизайнер, например, дам обратную связь заказчику, предлагаю вам подобрать другие референсы. Я покажу заказчику сам, расшарю экран и покажу, вот смотрите, вот здесь можно вот такой вот аналог сделать, вот такой аналог. Это должен сделать дизайнер, так как заказчик влюбляется непосредственно в эту картинку. И вы должны ему сказать, что здесь применяется слишком дорогостоящее оборудование и комплектация. И да, это будет некомфортно заказчику. Он услышит от вас то, что, возможно, не хочет услышать. Он хочет услышать от вас, да, берем вот эту вот картинку с зеркалом Бока де Лоба и дорогостоящей комплектацией мрамором в санузле и реализовываем ее. Но когда вы заказчику дадите честную обратную связь, это будет правильно, это будет честно и для вас, и для заказчика, и у всех будет оправданное ожидание. Двигаемся дальше. Не информируется заказчик по бюджету на середине дизайн-проекта и о его реализации. И не формируется этот бюджет. Это очередная ошибка, когда дизайнер вам
не показывает или вы заранее понимаете, что у вас не будет бюджета, это тоже неправильно. Вы как заказчик должны контролировать и понимать, сколько будет реализация стоить вашего интерьера. И заранее это понимать помимо технического задания, когда в первом касании узнали ваши ориентиры, еще на середине дизайн-проекта вы как заказчик должны понимать, а какая сумма в итоге формируется. Да, я вот набрал этого, в этой комнате мы захотели потрясающий пуфик, тут я захотел для себя это. И вы как заказчик должны понимать, а сколько это будет стоить. Знаете, в чем кардинальное отличие, почему важен именно этот бюджет? Вы как заказчик проектируете для себя, для своего дома, для своих детей, близких, родственников. И вы всегда будете выбирать для себя самое лучшее. Вы выберете, будь вы с финансовым образованием даже, вы выберете для себя вот эту кровать, выберете вот этот комодик, захотите поменять эту технику, здесь сделать такую-то систему вентиляции, но у вас нет структуры, а вам нужно дать structure, чтобы вы понимали по полочкам, что тут, что тут, что тут, сколько в каждой зоне ориентировочно это будет стоить. Если вы хотите, чтобы я записал видео, как выглядит бюджет, как его составляет и на каком этапе дизайн-проекта он формируется, пожалуйста, напишите в комментариях бюджет, я обязательно это сделаю. Двигаемся дальше. Не информировать и не подписывать заказчикам, что планировочное решение незаконное и несогласуемое, и при этом продолжать проектировать то, что нельзя узаконить. Это несоответствие, конечно, относится к дизайнеру. Когда дизайнер не перепроверил созданное планировочное решение, а заказчик доверяет дизайнеру, так как он обращается к нему за экспертизой и понимает, что дизайнер высокий профессионал. Но, уважаемые заказчики, вы должны помнить, многие дизайнеры не чекают созданное планировочное решение. И если вы создали планировочное решение, и дизайнер перепроверил план БТИ, кадастровый план, строительный план и сопоставил это с созданным планировочным решением и говорит вам, что да, это согласуемо, а предварительно он созвонился с согласователем перепланировки, и тот говорит, да, это можно узаконить, это в рамках закона, тогда все отлично, вы двигаетесь дальше. Но если планировочное решение несогласуемое, и вас предупредил об этом дизайнеры, вы должны подписать с заказчиком обязательно бумагу, где он соглашается, что планировочное решение незаконное и что его нельзя будет согласовать в госструктурах. Это очень важно сделать. Вы таким образом еще на этапе планировочного решения нивелируете возможные риски, которые могут произойти с заказчиком, и те недовольства, которые будут позже. И заказчик на этом этапе, когда ему дают бумажку и четко прописывают такие-то, такие-то несоответствия, то-то, 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 заказчик уже может остановиться и подумать, а действительно ли я хочу такое планировочное решение, чтобы мне создавали последующие этапы дизайн-проекта именно на основе этого планировочного решения. И, конечно, заказчик задумается. И если он осознанно на 100% это выбирает, он подпишет бумагу. Если не выбирает, то он будет сомневаться и, возможно, попросит внести правки. Если вы хотите, чтобы я вам сказал, как выглядит и показал, записал видео, как выглядит этот документ на основе несогласуемого планировочного решения, напишите, пожалуйста, в комментариях несогласуемое планировочное решение, и я запишу видео на эту тему. Двигаемся дальше. Когда заказчик экономит на инженерии, провода, трубы, система вентиляции и кондиционирования, не понимая, что паркету, мебели, декору нужна стабильная температура, иначе все будет вздыбориться, паркет рассохнется, мебель рассохнется. Помните, уважаемые заказчики и дизайнеры, нельзя экономить на инженерии и системе вентиляции и кондиционирования. Да, вы сделаете крутой дизайн, вы поставите крутой декор, но если у вас будут перепады температур, будет слишком сухо или слишком холодно, вы испортите декор заказчику, у вас будет он отслаиваться, отходить, у вас испортится
лак на мебели, испортится паркет. У меня были случаи, когда у заказчика были проблемы с системой вентиляции. Он обратился с рекламациями к производителю паркета, который приходил из Италии, и приезжал специальный специалист, тавтология, оценивал этот паркет, и он вынес заключение о том, что заказчик не соблюдает в квартире температурный режим, и из-за этого испортился паркет. Дизайн– это всегда уникальность оборудования, уникальность декора, материалов, их качество, дороговизна. Вы должны к этому материалу и к этому проекту и его реализации относиться бережно и понимать, что очень важно придерживаться различных способов его использования, да, как мы его убираем, протираем, определенной химии, как мы используем температуры и какие инженерные системы коммуникации у нас применяются. Двигаемся дальше. Экономия на окнах. Это тоже распространенный факт. Многие заказчики, опять-таки, по своей практике делают крутой дизайн-проект и крутую реализацию. Ну, говорят, на окнах мы не будем на них тратиться, это нам не нужно. У нас окна сделал застройщик, и они классные. По практике окна, которые ставит застройщик, они плохие и некачественные. Всегда нужно поменять окна, и это, к сожалению, наверное, в 99% всегда нужно делать. Окна могут быть разные. Вот здесь еще они симпатичные, а бывает с перепонками здесь, когда, знаете, прослойки. У вас шикарно внутри дизайн, там, современный стиль или классика, неоклассика, или арт-деко, или какая-то эклектика. И у вас могут окна портить вообще весь дизайн. Поэтому вы должны понимать, что лучше заменить окна, и они порой будут делать крутой вид, крутой дизайн. Можно расширить проемы оконные, согласовать их с Мосархитектурой, получить разрешение в Мосжилинспекции, и у вас действительно будет крутой объект недвижимости. Двигаемся дальше. Применяемые решения в дизайне, которые делает дизайнер, он не учитывает их на 2 года или на 5-7 лет вперед. Помните, заказчики и дизайнеры, проектируя интерьер, это 2-3 месяца работы вашей. И еще где-то в совокупе месяцев 9 это реализация его. Грубо говоря, год и 1 месяц, и 2 месяца пройдет. Это уже подрастут детишки, у заказчика поменяется быт. Вы всегда должны предлагать решения на 5-7 лет вперед. И дизайн интерьера всегда должен проектироваться с этим рубежом. Вы, как дизайнеры, реализовываете интерьер заказчика, у которого есть определенное видение на текущий момент. Но вы должны обладать настолько высоким уровнем осознанности и насмотренности, что вы должны ему предложить идеи на будущее. Ну вот пример несоответствия, когда делаются дорогие заказные столярные изделия, домики, да, например, ребенку сейчас год, он уже родился, или 2 года, и он к моменту реализации этого дизайна вырастет. И вот эта вся штукенция, она будет неактуальна. Нужно делать что-то мобильное и не требующее дорогостоящих денежных средств. Вот эти заказные столярные изделия, они требуют существенных инвестиций со стороны заказчика. И заказчики, вы должны это понимать, и дизайнеры должны это понимать. Двигаемся дальше. Выполнение промежуточных этапов дизайн-проекта, и они не подписываются заказчиком. Это огромные риски. Если заказчик вам не подписывает определенные этапы дизайн-проекта, это означает, что заказчик чем-то недоволен или у него есть какие-то дополнительные сомнения или переживания. Это очень необычно. Вы должны
четко соблюдать регламент документа оборота. Если у вас дизайн-проект состоит из 4-5 этапов, вы должны всегда подписывать акт выполненных работ на каждый этап. И заказчик должен это понимать. Это стимулирует всех, и заказчика, и дизайнера. Заказчик понимает, что у него заканчивается объем правок, он их внес, и он закрывает этот этап и двигается дальше. И дизайнер понимает, что он не будет переделывать исторические этапы дизайн-проекта и не будет распыляться. Все согласования, комментарии с заказчиком происходят в устной форме и без письменного протокола. Это тоже дополнительное несоответствие. Важно в договоре, который вы подписываете с заказчиком, уважаемые дизайнеры, указывать способы и средства коммуникации непосредственно с заказчиком. Повторюсь, если вы хотите от меня получить информацию, как должен выглядеть договор, пишите в комментариях, что вы хотите узнать, какой должен быть договор. Это будет полезно и для заказчиков, и для дизайнеров. Заказчикам всегда нужно в письменной форме фиксировать договоренности, например, по имейлу. Он отправляет на конкретную электронную почту, которая указана у вас в договоре, запрос, что он просит вас изменить то-то, то-то, то-то в таком-то объеме документов. Я не знаю, поставить тумбочки такие-то, изменить планировочное решение, кухню передвинуть, санузел сдвинуть. Вы должны это фиксировать. Вы берете это в правки и правите, и меняете. Документы подписываются не самим заказчиком, а его представителем без доверенности. Это тоже риски. Если вы подписали договор с определенным физическим лицом, и этот физическое лицо не подписывает вам сам акты выполненных работ, а подписывает, например, его супруга или супруг, это огромные риски. Если будет какое-то несоответствие, будет какая-то ругачка, то ваши документы будут просто незаконные, потому что их не подписывал непосредственно подписант основного договора. Но есть хороший лайфхак. В договоре можно указать доверителя. Не обязательно делать какие-то там нотариальные доверенности. Заказчик, допустим, это супруг, он может сразу вписать свою супругу в этот договор отдельным блоком. Повторюсь, эта тема относится к договору. Старт работ по будущим этапам дизайн-проекта, когда не закрыты предыдущие этапы. Это своего рода получается как в спорте фальстарт, когда вы не закрыли этап планировочного решения, например, не закрыли этап концепция, а уже делаете 3D-визуализации. Вы должны себе сказать «стоп». У меня на опыте даже было такое, когда заказчик просил залезть в будущие какие-то этапы. Это неправильно. Должен быть четкий регламент. Вы должны степ-бай-степ придерживаться этапности проектирования. Она существует не просто так. Если вы, как заказчик или дизайнер, хотите узнать про этапность проектирования, также пишите мне в комментариях. Важно придерживаться именно четкой этапности и структуры. Помните, закрыв этап планировочное решение, закрыв этап концепция, но не подписав по ним никаких документов, или это все произошло понятийно, вы начали делать 3D-визуализации, заказчик в рамках 3D-визуализации может внести какие-то изменения, у вас уедет концепция, у вас уедет планировочное решение, и вам придется делать огромное количество переделок, и вы будете не в сроках основного договора. Если вы будете не в сроках основного договора, это значит, как о законе защите прав потребителей, а заказчик в основном это физическое лицо, а не организация, вы будете платить неустойку и процент за каждый день просрочки, и не от стоимости этапа, а от суммы всего контракта. Это тоже вы должны понимать и учитывать. Плагиат и насмотренность. Дизайнер не может или не хочет отстоять, продать свой дизайн заказчику, из-за чего получаются однотипные проекты с банальными решениями, то есть плагиат. Вот, например, я, когда зашел в одну крупную компанию, они достаточно медийные, известные, я смотрел их проекты, у них каждый проект, он одинаков, он однотипен, и
Проблема в том, что никто, первое, не отслеживает стилистику, когда везде применяются, например, вот эти вот светильники практически в каждом интерьере, применяются вот эти домики в детских практически в каждом интерьере, вот эти барные стулья применяются, трековые светильники также применяются практически везде. Но вы как дизайнеры, к вам обращается заказчик. Да, у вас, к примеру, собрано портфолио это, но вы не должны создавать однотипные интерьеры. Не продавайте себя, будьте уникальными. Если вы будете создавать каждый дизайн-проект уникальный, да, поработать, поковыряться, поискать другие светильники, другую комплектацию и объяснить ее заказчику, продать в кавычках, то есть сказать, что вот эти светильники применяются практически у всех и везде. Если вы хотите какой-то уникальности, самобытности, то предлагаю вам такие-то, такие-то варианты. Многие дизайнеры сталкиваются, когда заказчик говорит, нет, вот мы хотим, как вот у вас там в портфолио или как вот на этих референсах, которые мы вам показывали. У меня есть крутой лайфхак, который я вам расскажу, уважаемые дизайнеры. При защите концепции, когда вы заказчику предлагаете какую-то идею, предлагайте варианты. Допустим, расшарьте экран, соберите перед презентацией к заказчикам, подготовьтесь, соберите портфолио из различных светильников, которые вам, как дизайнеру, и вас они будут устраивать непосредственно в этом исполнении и в этом интерьере, не который вам предлагает и навязывает заказчик, который вы выбрали, но пускай там будет 3 или 4 штучки, 3 креслица, 3 диванчика, 3 различных светильника. И дайте заказчику выбор. Основная проблема – торможения на концепции, на 3D-визуализациях, что вы заказчику, уважаемые дизайнеры, показываете только один какой-то вариант. Вот вы предлагаете идею вот с этими светильниками, и я вам как заказчик скажу, а мне не нравится. А вы дайте ему психологический выбор. Скажите, уважаемый Дмитрий, смотрите, у меня есть вот эти вот светильнички, а еще у меня есть вот, например, вот такие светильнички, а еще такие вот. И это будет отлично работать под вашу изначальную идею, ваше техническое задание. Давайте выберем именно вот эти, и вы предлагайте те решения, которые уникальны, которых нет в ваших предыдущих объектов или в Инстаграме других каких-то компаний. Если вы будете, дизайнеры, создавать каждый проект уникальный, неважно он в Берилево будет или в каком-то вообще удаленном городе, если вы будете к каждому проекту подходить с точки зрения уникальности, у вас будут впоследствии заказчики, которые будут заказывать у вас премиальные объекты. Они увидят вашу руку, они не увидят плагиат из проекта в проект, они увидят вашу стилистику. И это очень круто и достойно. И за этим к нам обращаются заказчики. Вот, например, кресло вот слева, да, мы, чтобы вы понимали, и почему это важно учитывать. Я помню, отправил этот проект, это фотография одного интерьера, отправил в известный российский журнал для публикации. И мне главный редактор говорит, а знаете, это кресло везде, и мы не будем его публиковать. А мы на этот интерьер потратили 2 года своей жизни. 2 года. Это проектирование. Было очень много согласований, изменений. Мы меняли даже архитектуру, расширяли террасу, соединяли ее с квартирой. Было очень много изменений, юридических документов. И потом была стройка, которая тоже была сложной, долгой. Очень много шло из Европы, из Италии. Там был генподрядчик, которого мы привлекали и который на себя заводил всю комплектацию. Именно так хотел заказчик. И в итоге, представляете, да, 2 года работы над проектом, стройки, реализации, и когда вы его не можете опубликовать, потому что главный редактор говорит, что часть элементов этого дизайна, они просто избиты, они во всех проектах. И ни один крутой журнал не возьмет у вас такой проект. Проекты с плагиатом, с одинаковыми светильниками из проекта в проект, с креслами,
с домиками в детскими никогда не выиграют европейских конкурсов и мировых конкурсов. Я это знаю, потому что мои проекты в моих компаниях выигрывали. И я знаю уже заранее, какой будет выигрышный проект. И всем всегда своим дизайнерам декларирую, вы должны делать каждый проект уникальный и самобытный. Это не связано, что мы должны там покичиться и выиграть какой-то проект в Лондоне или на мировой арене. Это с этим не связано. Вы должны для заказчика это сделать. Заказчик должен получить уникальный и самобытный дизайн, который будет его и ваш. И вместе это синергия. Двигаемся дальше. Решения применяются, которые сомнительны в реализации или не соответствуют законодательству. Инженерия, планировка, конструктивные какие-то решения, комплектация, паркет, например, в ванной или щиток в мокрой зоне. Вот здесь я приложил фотографию непосредственно в комнате, расположена ванна, она стоит на паркете, и у нее даже нет никаких вот сантехнических выводов, да, для того, чтобы если заказчик вдруг расплещет воду или что-то произойдет, это все как-то ушло в канализацию. И я представляю, что будет с этим паркетом, если на него будет системно попадать мыльная, пенная вода с какими-то средствами. Эти решения достаточно сомнительные, и они сразу выдают некомпетентность дизайнера. Также я сталкивался с дизайнерами, которые не учитывают элементарных норм. Многие дизайнеры говорят, а вот наша работа– это не архитектура, мы не должны знать снипов. Они скажут, а вот с планировками мы тоже не должны знать. Это творчество. Нет, ребят, это не творчество, это ответственность ваша перед заказчиком, чтобы вы не подставили заказчика. С заказчиком мы работаем минимум год и дальше с ним следуем. И он покупает другие объекты недвижимости, опять к нам обращается. И вы должны быть всегда за заказчика, защищать его. Да, мы не можем знать всего, я не знаю всего, но, ребят, мы можем всегда погуглить, узнать, спросить, обратиться за экспертным мнением каким-то профессионалам, позвонить, всегда быть в вопросе. Для этого не обязательно знать все. Мы не можем знать все, но вы узнаете. И были случаи у меня, когда дизайнеры размещали в мокрых зонах щитки. И мокрые зоны, слава богу, это не душевая, это была прачечная, но она относится к мокрой зоне. И заказчик такой, знаете, говорит, да, да, и он согласовал. Аргумент был у дизайнера, заказчик согласовал. Ребят, вы человек с экспертизой, с большой планкой. Вы должны объяснить заказчику, что это делать не только с точки зрения СНИПов, что эта планировка будет несогласуемой. Да бог с ней, пускай не согласовывают. Но может что угодно произойти, не дай бог перепад температуры, прорвет у этих стиральных машин трубы или еще что-то, не дай бог, произойдет, или кто-то наверху там разместил какой-то санузел. Нельзя этого делать. Вы должны объяснить аккуратно заказчику и продать, в хорошем смысле продать эту информацию, что давайте лучше щиток поставим там. Мы придумаем какое-то другое решение. Нельзя его фиксировать здесь. Вы всегда должны быть за заказчика. Заказчик вообще в этом некомпетентен. Он за это платит вам деньги как дизайнеру, и вы должны объяснить ему все риски несоответствия и объяснить четко и доходчиво. Двигаемся дальше. Есть еще моменты, когда не применяются проекты вентиляции, кондиционирования, отопления, электрика, слаботочной системы, водоснабжения, канализации, конструкторские проекты, архитектурные проекты, согласование при планировке и другие проекты. Не используется помощь консультации подрядчиков, смежников, инженеры, согласователи, производители, это строители, сама управляющая компания. Когда подрядчики привлекаются без опыта в реализации и дизайнерского ремонта. Уважаемые заказчики, если вам дизайнер ничего не говорит про инженерные проекты, значит, вам нужно отходить в сторону и искать другого дизайнера. Нельзя делать дизайн-проект, дизайн интерьера без инженерных проектов. Как минимум,
электрика и слаботочной системы. Та же система вентиляции, кондиционирования. Ставим мы с вами кондиционер. Да, у всех управляющих компаний требования, чтобы сток воды, конденсат от кондиционера не падал на фасад. Это практически у всех управляющих компаний требования. И значит, что нужно делать помпу. Дизайнер не может спроектировать помпу, он не может угол наклона трубы просчитать или еще что-то в этом роде. Да, он может там на коленках как-то сделать, но это должен быть делать специальный человек, у которого есть лицензирование СРО. То же самое и электрика. Да, дизайнер может предложить вот эти вот светильнички, вот эти трековые светильнички, такие красивые перепады, которые разрезают часть поверхности, да, очень круто смотрятся. Но если у вас входит 10 киловатт, дизайнер этого не чекнул, а делает вам он всей этой красоты и красивых светильничков на 15 или 20 киловатт, еще чайничек вы включите, у вас просто все вышибет и, не дай бог, загорится. Без электропроекта нельзя делать дизайн проектирования и не просто его делать. Дизайнер должен выдать техническое задание проектанту по электрике, где дизайнер говорит, что я буду применять такие-то светильники, я буду применять такие-то трековые светильники, у меня будет то-то, то-то, то-то. И проектант, у которого есть СРО, должен дать обратную связь и сказать: уважаемый дизайнер, эти светильники ты не можешь применить, потому что у них такие-то, такие-то характеристики. Допустим, их нельзя применять в санузле, потому что может быть, там, не знаю, замыкание или еще что-то в этом роде. Ты должен переподобрать светильники. Тогда дизайнер обращается к вам и говорит: уважаемый заказчик, давай переподберем другие светильники, вот я тебе предлагаю такие-то, такие-то, они по стилистике подходят. Те мы не можем применить, так как там не проходит по нормам для мокрых зон. И вот это правильное проектирование, это правильная обратная связь и взаимодействие между смежниками, между заказчиком и дизайнерами. А дизайнер непосредственно агрегирует это и управляет этим. Когда он говорит, что нужен инженерный проект на систему вентиляции, кондиционирования, канализация, если вы двигаете санузел, уклон трубы, вы можете дойти до того, что вы все закроете, не рассчитан правильный уклон трубы в канализацию, у вас ничего смываться не будет. Вот внизу есть проект, я его здесь приложил, на картинке его видно, он реализован. Вот эти вот 3D-визуализации, это 3D, они практически соответствуют реализации. Знаете, какое было кардинальное несоответствие этого проекта? Он был реализован вообще без инженерных проектов напрочь. И в этом проекте есть еще и умный дом. И что вы думаете? Заказчик полностью реализовал это все, доверился организации, которая это делала. Они все закатали в столярку. Это заказные столярные изделия, которые стоят кучу денег. И представьте, да, какой это срок. Помните, я вам говорил, да, что столярные изделия заказываются практически в среднем на 3-м месяце стройки, когда закончатся чистовые, чтобы можно было обмерить стены. И в итоге выяснилось, когда все доставили, что у него не работает электрика, когда у него конвекторы внутрипольные не работают. И что вы думаете, пришлось это все вскрывать. Это были огромные грандиозные траты. Вы, как заказчик, не думайте, пожалуйста, что проекты по инженерке, которые не входят в дизайн-проект, что с вас кто-то хочет содрать какие-то дополнительные деньги. Это, наоборот, ваша безопасность, это, наоборот, ваша экономия. Без инженерных проектов нельзя делать дизайн-проект. Если вам дизайнер говорит, что он будет проектировать ваш интерьер, там, не знаю, в 100 квадратных метров, 80 квадратных метров, без применения инженерных проектов, ищите другого дизайнера. Уважаемые дизайнеры, эти проекты не являются каким-то доп. Расходом. Не бойтесь сказать заказчику, что нужны эти инженерные проекты. Это элементарная опция, чтобы вы сделали
тот проект, тот интерьер, который можно построить и реализовать. И обязательно, если вы в чем-либо некомпетентны, мы не можем, повторюсь, знать всего, обращайтесь к этим смежникам, спрашивайте у них глупые порой вопросы, простые вопросы, перепроверяйте их, гуглите, узнавайте, а можно ли это применить, нельзя, или можно, или нельзя, и тогда у вас будет уровень экспертизы расти, расти, расти. Вы свои скиллы будете прокачивать, вы будете выходить кардинально на другой уровень. То же самое, как и лестница. Нельзя просто нарисовать лестницу, и строители ее будут делать, например, в пентхаусе. Нельзя просто так это сделать или в доме. Должен быть отдельный проект на эту лестницу по конструктиву. И это должны делать проектанты с определенной лицензией. Это тоже важно учитывать. А если у вас есть система пожаротушения, то ваши проектанты еще должны обладать помимо допуска СРО, допуском МЧС. Это тоже нужно учитывать. Двигаемся дальше. Не согласовывается на этапе проектирования перепланировка и ремонт в госструктурах. Риски того, что вы не продадите квартиру людям в кредит и потеряете объект этой недвижимости. Многие относятся скептически, говорят, нам не нужно ничего согласовывать, мы не будем согласовывать перепланировку, мы будем здесь жить вечно, мы не будем эту квартиру продавать, мы не будем это делать. Или есть люди, которые купили недвижимость в ипотеку, да, там, или в кредит и делают там дизайн-проект и не планируют что-либо согласовывать. Помните, согласовать вы можете самостоятельно или с учетом смежника, подрядчика, который это сделает. Но если вы не согласовываете перепланировку, изменения, это прямые риски. Это не означает, что вы только двигаете стены. Это не только перепланировка, это еще переустройство. Когда у вас меняются розетки, электрика, когда у вас мощности какие-то могут быть, перепады, напряжение, это все нужно согласовывать с госструктурами. Более того, в крупных ЖК, дорогостоящих, они не запустят вас в ремонт, если вы не начнете согласовывать и не получите разрешение от госструктур. И это разрешение нужно делать после этапа планировочного решения. То есть это первый этап в основном в дизайн-проектах. Вы заканчиваете этап планировочного решения, заказчик подписывает акт выполненных работ, принимает это планировочное решение, его утвердили, и вы должны передать заказчику, чтобы он начал процесс согласования этой перепланировки или подключил согласователя. Почему? Потому что разрешение на ремонт получается в среднем 2 месяца. Это как раз у вас закончится дизайн-проект, и у заказчика будет разрешение на ремонт, и он спокойно войдет в стройку. Если вы это не сделаете, и строители войдут на объект, а зачастую строители делают без какого-либо разрешения на ремонт, сам ремонт – это огромные риски. Если прорвет трубу, затопит что-то, это будут не страховые случаи, как, например, в Москва-Сити. Да, вы сделаете страховку гражданской ответственности, но она не покроет, потому что у вас не было регламента по ремонту, и вы его с точки зрения закона никак не завизировали. Это огромные риски для заказчика. Вы его подставляете, и заказчик должен это понимать. Планировочные решения должны быть согласованы. Более того, если у вас ипотека, банк может изъять у вас объект этой недвижимости, если вы начали переустройство, реконструкцию без его ведома. А банк вам никогда не согласует переустройство, если у вас нет юридических документов от госструктур. Также эту квартиру, если вы ее построили, сделали крутой дизайнерский ремонт, и будущие покупатели, а это более широкая воронка продаж, хотят ее купить с ипотекой и в кредит, и у вас будет несоответствие в юридических документах, то есть первоначальная планировка такая-то, и по факту она такая-то. Банк никогда будущему покупателю не одобрит сделку, и он не сможет купить у вас эту квартиру. Вы должны это учитывать.
Следующий момент – это выезды по магазинам, нещупание конкретики и сравнение с бюджетами. Это тоже очередная ошибка. Дизайнер может что угодно вам предлагать и предлагать в различных бюджетах, но вы это не щупали, не трогали. Вы должны обязательно поехать, не знаю, в ту же Икею, если он закладывает комплектацию в Икею. Если это дорогая мебель, там, не знаю, Полиформ или еще какая-либо, вы должны поехать именно в этот магазин, потрогать, пощупать и выбрать. И сказать, что да, вы осознанно выбираете, и вы уже посмотрели цены, что вы выбираете Полиформ. И дизайнер это закладывает в бюджет, и потом показывает вам. И вы уже, когда видите бюджет, это не просто то, что там придумал дизайнер, это правильная система проектирования, это то, что непосредственно вы выбрали, пощупали и потрогали. Это относится ко всей дорогостоящей комплектации. Формирование дизайна только из дорогой комплектации, которую делает дизайн. Многие заказывают дизайн-проект, и им дизайнер ввиду своей некомпетентности засовывает, это достаточно грубое слово, но по-другому не скажешь, какую-то дорогую комплектацию. Не знаю, вот, например, чикотти ставят. Но, извините, если дизайн делается в каком-нибудь удаленном районе, и заказчик не планирует туда покупать чикотти, которая стоит, ну, просто космических денег, то зачем туда вставлять? Заказчики, помните, что дизайнеры за счет дорогой уникальной комплектации, мебелировки, домиков таких или еще чего-то вытягивают дизайн. Но вы, как заказчик, должны понимать, что вы сможете из этого 3D купить действительно эту мебель и заказать ее. А что это будет не просто картинка, которая уйдет впоследствии в стол или останется у вас. Не погружение в особенности решений, их практичности, безопасности, скользкий пол, детская мебель, которая не растет. Многие применяют дизайнеры в детской мебели стульчики, которые, знаете, такие вот, да, симпатичные, но они не растут. Сегодня ребенку 3 года, он рисует, завтра, ну, условно, завтра ему будет 14 лет. Соответственно, нужно применять мебель, которая будет расти. И это логично, чтобы заказчику не пришлось тратиться опять на покупку стола, стула, или если это дорогостоящее столярное изделие, получается, первичную комплектацию из дизайн-проекта он должен куда-то или продать, или выбросить, или сжечь. Но это нелогично по отношению к заказчику. Вы должны обязательно объяснить и гуглить, узнавать, что есть такая мебель, и проектировать именно такую мебель. И не делать, допустим, какие-то шведские стенки у окна. Вы должны понимать безопасность, не проектировать плитку, которая будет скользкая, которую нельзя применять в санузлах. Вы как минимум при закладывании определенной плитки должны узнать, а скользит она или не скользит. У меня на практике были случаи, когда дизайнеры, не знаю, в крупные комплексы даже, это были коммерческие объекты, засовывали плитку, которую нельзя на полу применять. Там бы все ходили бы, они бы попадали и поубивались бы. Вы обязательно должны понимать, что вы закладываете непосредственно в проект и как это отразится в быту у заказчика, и давать заказчику качественную обратную связь. Помните и повторяюсь, заказчик рассчитывает на вас. Он ждет от вас этой обратной связи и поддержки, так как он к вам, к эксперту, обратился. И четвертый пункт – это создавать 3D, который заказчик не может построить. Это вообще жуткий моветон. К сожалению, это тоже тренд. Уважаемые заказчики, вы должны это понимать, что то, что находится на картинке, а вот это не 3D-визуализация, это фотография, это все должно быть реализовано вами. И не просто должно быть, вы финансово должны смочь и хотеть это реализовать. Двигаемся дальше. Запускать ремонт параллельно открытому дизайн-проекту. Это, конечно, к заказчикам. Многие заказчики, да, там 5 этапов дизайн-проекта говорят, давайте нам срочно чертежи, мы будем сносить, строители зайдут, нам нужно быстро. Уважаемые дизайнеры, не ведитесь на это. Уважаемые заказчики, не нужно это делать. Вы потратите огромное количество денег и нервов. Все время будет переделываться проект.
он будет меняться, будут какие-то несоответствия, изменится электрика, это розетки. Планировочное решение – это не только стены, это еще выключатели и розетки. А выключатели и розетки подвязываются под конкретную мебель, декор, под диван, который вы выбрали. Если вы выбрали Честер, значит, у него определенные габариты, и розетки будут на определенных габаритах, чтобы вы могли пользоваться ими. Это все нужно учитывать. У дизайн-проекта не просто так существует этапность. Нельзя параллельно запускать ремонт. То же самое, как проект по электрике формируется на финальном практически этапе дизайн-проекта. Это, ну, или пятый, или четвертый этап, когда мы смежникам выдаем уже финал по плафонам, по светильникам, а эти плафоны и светильники вы уже выбрали в магазине, и они уже под ваш бюджет, который вы согласовали. Этапность в дизайн-проекте не просто так, ее нужно соблюдать и придерживаться. Это должны понимать и дизайнеры, и заказчики, и тогда не будет каких-то несоответствий, недопониманий и рисков, в том числе и финансовых. Делать дизайн-проект в 2 комнатах, а через год в третьей, четвертой комнате. Бессмысленно делать дизайн-проект в одной комнате. Знаете, как вот квартирный вопрос, да, вот делают в одной комнате, там в большой, а в других комнатах не делают. Дизайн. Что такое дизайн? Он должен быть согласован. Все должно быть связано. Платочек связан с рубашечкой, пиджачок по клеточке, возможно, или какой-то красной линией, как галстучек, связан с этим интерьером. Все должно быть взаимосвязано. Нельзя делать какую-то мешанину. Если делается проект, то дизайнер в своей задумке увязывает каждую зону, кухню увязывает зал, увязывает прихожую, холл. И красной линии – это как книжка, да? Читаешь книжку, и там есть красная линия. Здесь то же самое. Дизайн – это искусство, и проект – это тоже искусство. И каждый какой-то элемент имеет отголосок в другой комнате, и вам, как заказчику, обязательно нужно это учитывать. Да, можно сделать дизайн-проект, если вы хотите, в одной комнате, но это риски. Правильнее брать объект, учитывать входящую мощность, делать электропроект и сделать дизайн-проект. Вы можете его не реализовывать сразу, если у вас вопросы с финансированием, реализовать его позже, но сделайте изначально структуру, потому что дизайн-проект – это структура, а его дополняют различные инженерные проекты. Дальше продолжать работу с дизайнерами, с которыми нет химии. Бывает такое, когда вы работаете с дизайнером и чувствуете, что у вас нет понимания, вы не слышите друг друга, и это сильно влияет на работу. Вы должны прекратить взаимодействие. Не нужно продолжать работать вместе. Нужно остановиться и найти другого дизайнера, другого исполнителя. Почему? Потому что проектирование, повторюсь, это прямое взаимодействие где-то год нас с вами, с заказчиками. И мы еще должны работать в авторском надзоре. Это тоже важно учитывать, потому что недостаточно сделать просто дизайн-проект. Его нужно контролировать, его реализацию. И это прямое взаимодействие с вами. Дизайн-проект – это не продать телевизор, не продать колонку или там лампу, раз и разбежались. Это взаимодействие с вами. Мы, как дизайнеры, узнаем у заказчика его быт, что ему нравится, что ему не нравится, что у него подрастут дети, а потом у него скоро планируются внуки, или у него появится еще то-то, то-то, то-то. У него там несколько животных, которые кошечки бегают, и мы должны запроектировать ему ходы межкомнатные в стенах, допустим, или в шкафах, и это все запроектировать, потому что у зверей, допустим, возникает стресс, когда закрытые двери, и чтобы такие лазилки были. Это все мы учитываем. Дизайн-проект – это непосредственно под вас, и мы узнаем ваш быт. Мы становимся, это даже не громкое слово, частью вашей семьи. И в какой-то степени вашими друзьями, поддержкой. Мы узнаем про вас, чтобы сделать крутой проект, очень много, и мы вас поддержим, и вы нас, как заказчики, поддерживаете. И если вдруг нет какой-то химии, и вы понимаете, что есть какая-то некомпетентность, и вы видите по первым шагам, лучше прекратить это взаимодействие, чтобы вы не мучили друг друга, потому что вы делаете проект для себя, он
на будущее, он как минимум на 7 лет. Двигаемся дальше. Если мое видео вам понравилось, я постарался сделать его максимально информативным. Пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Для меня очень важна обратная связь. Я это все делаю для вас, чтобы вы нивелировали несоответствия, чтобы не было каких-то ошибок, вы не входили в стресс и в деструктив, потому что всегда есть какие-то несоответствия, все переживают, нервничают, чтобы были счастливы и дизайнеры, и заказчики. Я всегда за мир, за любовь. Пожалуйста, подписывайтесь на меня, ставьте лайки. Если у вас есть любые вопросы, я уже матерый волк, спрашивайте. Я по дизайну, строительству, ремонту, комплектации проконсультирую, по инженерным проектам, по согласованиям. Если вы хотите заказать дизайн-проект, если вы хотите стать дизайнером или хотите открыть бизнес в дизайне, или вам нужны консультации по покупке недвижимости, обращайтесь ко мне, звоните, пишите в WhatsApp. Я обнял вас всех. Пока-пока.